Привет, ребята! Это Foodstorm и я Антон Романов. И наконец-то у нас паста. Сегодня покажу один вариант теста для пасты и несколько типов ее нарезки. На все про все нам понадобится мука высшего сорта, семола или семолина, или даже манка из твердых сортов пшеницы и яйца. Муку и семолу закидываем в миску. Туда же добавляем 2 целых яйца и 8 желтков. Соотношение такое: на одно яйцо категории С0 4 желтка, 60 грамм муки и 140 грамм семолы. У меня эта раскладка умножена на 2. А теперь, дамы и господа, приготовьте свои нежные ручки. Сил вам понадобится много. Месить тесто надо минут 10-15, и оно не мягкое и эластичное, а упругое и твердое. Заворачиваем тесто таким образом, как будто собираем тесто с краев и вдавливаем его в центр. Когда вы отмучились с тестом, убираем его в холодильник на 2 часа. Это сделает его более эластичным, так как сейчас тесто рвется и раскатывать его будет проблематично. Формируем колобок, заворачиваем в пленку и прячем в холодильник. Прошло время, и вот оно, тесто. Теперь нарезаем его на пластины не толще 1 сантиметра. Нам нужно, чтобы тесто легко прошло через тестораскаточную машинку. Сначала все куски прокатываем через самый широкий размер для раскатки. У меня это номер 9. Складываем края и прогоняем еще раз. Это нужно, чтобы лист пасты был более ровным. Так в дальнейшем с ним будет удобнее работать. Когда все пластины готовы, каждую раскатываем уже до нужных размеров, увеличивая тонкость с каждым прогоном через машинку. Запутанно объяснил. Короче, прокатывайте тесто несколько раз, постепенно уменьшая толщину. Надеюсь, понятно. В начале прокрутки пластины потяните тесто немного в сторону. Это поможет более равномерно раскатываться тесту. И контролируйте, чтобы тесто не уходило в сторону. У пластин срезаем края, чтобы паста была одинаковая. Заметьте, что я не посыпаю пасту мукой, так как она не слипается, потому что соотношение ингредиентов очень хорошее. Но работайте быстро, а то тесто может высохнуть. Первую пластину нарезаем на тонком ноже. Кто-то скажет, что это спагетти, кто-то, что это лингвини, кто-то тальолини, еще кто-то капеллини, и последние будут правы. А кому-то это вообще не важно. Если вы не собираетесь становиться пастамейкером номер 1 в России, для вас это просто тонкие макарохи. Крутим гнездо так, чтобы получилась одна порция. Тут можно припудрить мукой, чтобы паста не слиплась в морозилке от конденсата. Следующую нарезаем на широком ноже. Получается талетели или палья или лингвини. Также сворачиваем в гнездо и пудрим. Далее самая сложная нарезка пасты лазаньи. Разрезали и готово. И последняя нарезка пасты на сегодня — это паппарделли. Все это можно заготовить впрок, убрать в морозилку и держать там до полугода. Нужны макарошки, достали порцию из морозилки и в кипяток. Легко. Вот так. Будет больше роликов с пастой, если, конечно, вам интересно. А на сегодня все. Ставьте лайки, экспериментируйте с пастой и, конечно, занимайтесь едой. Это был Foodstorm и я, Антон Романов. Пока.